Ночи, друзья мои, я сейчас буду показывать порчу на врага. Люди, которые давно смотрят мои ритуалы, мой канал, уже ознакомились, уже знают, что такое порча, и что это часть нашей работы, и спокойно это воспринимают. Мы должны кого-то наказать, мы должны кого-то поощрять. Это нормально, это наша профессия. И те, которые играют из себя святош, которые никому не вредят, да, они на самом деле, конечно, лгут и не, скажем так, нечистоплотные, нечестные люди. Потому что ведьма, если действительно это ведьма, она должна и порчи делать. Я повторяюсь, что порча получается только в том случае, если человек заслужил. И мы не делаем порчу кому попало за просто так, потому что на нас не так посмотрели. Скорее всего, угрожают порчами и расправой люди, которые не умеют этого делать и не знают, потому что ведьма никогда не угрожает. Мы очень долго даем человеку шанс одуматься, понять, принять свою ошибку. Почему? Потому что порча, как и любая работа, отнимает много сил, много времени. Приходится потом расплатиться, отнести на перекресток, отнести определенным силам откупи. Ну, в общем, это, скажем так, трудоемкая работа, но и затратная. И поэтому мы стараемся дело решать миром, насколько это возможно. Но если не получается, конечно, мы должны проучить человека. Согласитесь, что если бы у ведьмы не было возможности и силы проучить, то грош цена ее ремеслу и ей самой. Согласны? Если бы нас не боялись, если бы не боялись расплаты, если бы не боялись, что получат по заслугам, конечно, нас бы уже просто проглотили. Это, скажем так, знаете, как розе отдали шипы, да, и крокодилу зубы, и змее жало, яд. То есть это, собственно говоря, и наше спасение, и наша сила, что мы можем навредить, если нам сделают зло. Я буду делать сейчас порчу на человека, фотографию этого человека перед вами. После того, как я начитаю, я должна порвать фотографии, выкинуть в окно. Порванные фотографии. Вообще порванные фотографии, конечно, это уже нехорошо. Фотографии мы всегда рекомендуем не рвать, а сжечь старые фотографии, которые повреждены или там порваны, и невозможно их как бы... Вообще приклеить, склеить не очень желательно, лучше сжечь. А когда рвешь фотографии, естественно, эта порча, именно часть этой порчи, она... Я уже говорила, что закрепы, догматы делаются таким образом. То есть мы связываем одно действие с другим. Да? Как порвалось твое изображение, так и жизнь твоя порвалась на части. Да? Как не склеить твое изображение, так и жизнь твою не склеить обратно и прочее. В данный момент я буду продолжать цикл порч. Вы знаете, я сегодня показала одному человеку видео выступления особой, которая была до того, как я стала с ней работать, и сейчас. Человек посмотрел, прошло всего 3 месяца, и сказал: слушай, да ты ее вообще сделала, это уже ветхая старуха. И реально, если так посмотреть со стороны, действительно старуха, уже дряхлые руки, уже подбородок дряхлый, да, вот. Но, знаете, вот надо вообще-то бить по тому месту, почему человек очень сильно дорожит. Даже если это не ею заслужено, да, и не ею куплено, и поставлено, и построено, но человек очень сильно дорожит, и это подчеркивает. Но вот по этому больному месту, собственно, надо бить. Потому что это самый удар наверняка. Есть такая вещь: деньги любят тишину. Слышали? Иногда человек может молчать, да, много лет, не говорить ни о чем, о своем финансовом положении. Потом узнаешь, что у него там чуть ли не 3-этажный особняк. Иногда человек очень любит выставлять и показывать, и подчеркивать то, что у него есть, и, собственно говоря, не приобретенный собственным трудом, да, у данного человека, собственно говоря, не имущество, приобретенное собственным трудом, а взятое у подруги, скажем так, вместе с ее мужем, да, и человек подобного типа как бы проповедует там чистоту, святость. Вот, ну, взятое как бы с мужем подруги, его собственность подруги,
подругиного мужа выдается за свою собственность и, значит, везде там кличут, что вот у меня есть, у тех нету и все прочее. Уже одно второе делали, и очень неплохие результаты, я вам скажу, отличные. Не в полную силу делала, потому что уставшие, потому что был неохота, и иногда хочется играть, как кошка с мышью, когда уже при одном упоминании твоего имени трясет человека и просто бьется в конвульсиях. Так вот, очень многое было испорчено и испоганено, уничтожено и опущено до самого дна. Собственно говоря, человек много потерял, и самое главное, что потерял человек, это себя и все свои мечты, да. В данный момент человек в агонии пытается выкарабкаться, что-то сделать там, чего-то там, что-то там по-новому. Но это не имеет значения, это уже все, собственно говоря. Но вот данная порча, которая делается на дом, на разрушение гнезда еще раз, но это уже по-другому. Это наслание духов разрушения. Это очень страшная порча, я вам скажу. Людям, которым я делала, у них горели дома, у них прорывала канализацию. То есть дом постоянно приносит убытки. То прорывает там, то канализация, то люстра может ни с того ни с сего падать на голову, то может телевизор взорваться. Ну, всякое. По крайней мере, такое было. И вот в этом случае дом становится врагом человека. То есть, если человек очень дорожит своим домом и все время пытается это как бы подчеркнуть, то ты делаешь так, чтобы этот дом стал просто омерзительным этому человеку, чтобы он его гнал, чтобы этот дом приносил только страдания, бедствия, только затраты и больше ничего, собственно говоря. Эту порчу делается таким образом. Нужна фиолетовая или красная свеча, фотографии человека. Вот она. Ночь, абсолютно темная комната, становитесь на колени, то есть садитесь на колени, вот, распускаем волосы, читаем это все. После того, как прочитали один раз, этого достаточно, это очень сильно, рвем фотографию, выкидываем в окно и говорим: сбудется. Все, больше ничего делать не надо. Судя по тому, как бьет сделанное мной по человеку, и как из молодой женщины, можно сказать, превращает в старуху, то эта порча уже на неодушевленный предмет, на дом, ну, который, в принципе, имеет свой дух, да, вот приходят эти силы разрушения, начинается схватка с духами дома. В каждом доме есть духи, неважно, там сильный человек живет или слаб. Они их изгоняют и начинают рушить дом, полный ход. В доме находиться невозможно. Дома целыми сутками скандалы, крики. Дома постоянно какие-то нехорошие вещи творятся. То прорывает туда, то там лопается, то там сгорает. Я уже это говорила. Очень может быть, что пожар случится. Очень может быть, что потопит там соседей, и они будут жаловаться. Очень может быть, что звуки будут ночью, ходьба. Очень может быть, что будут избегать заходить в дом. То есть дом превращается в нечто такое страшное, что дом уже 100% не крепость, а скорее тюрьма. Итак, начали. О, ночь черная, глубокая, тьма могучая, тьма великая, матерь всего тайного. Из ночи темной, из тьмы непроглядной, из тенетов ада вызываю силу из него немого града. О, дух разрушения, зову, призываю, властью данной мне тьмой. Созови свои легионы, собери черных духов, самых злых, самых ужасных, самых жестоких и беспощадных. Созови их, дух разрушения, и иди в дом моего врага. Разрушай ее гнездо, уничтожь то, что ей дорого, то, чем она дорожит. Всей силой и властью, данной мне тьмой, заклинаю вас, духи черные. Разрушайте ее дом, обездольте ее семью. То топите водой, то сожгите огнем. Разрушайте, разрушайте, разрушайте.
Я насылаю заклятие на дом моего врага. О духи злые, о духи беспощадные, ветрами отправляю вас на дом моего врага. Пусть хлеб ей отравой станет, вода ей уксусом станет, радость уйдет, в дом горе придет. Черная тьма ее накроет, гнездо разрушит, сама иссохнет. О дух разрушения, к врагу отправляйся, гнездо врага разрушай, разоряй, заклинаю, рву твое изображение, расчленяю твою жизнь, разрушаю твой дом, пускаю тебя по миру. Как рвется твое изображение, так разрушится твой дом. Черные духи, исполните. Берем фотографию. Порвали в клочья. Вот, собственно говоря. Несем к окну. Открываем окно и говорим: да сбудется сказанное. Как твое изображение порвала, так твою жизнь порвала в клочья, и дом твой разорила. Долю твою отняла, тебя по миру пустила. Да будет так. Исполните. Прелестно. Вот. Ну, собственно говоря, ждем дальше сюрпризов. Ну, что могу сказать? Эта порча обычно приводит к тому, что рано или поздно человек вообще лишается дома. Или попадает под какую-нибудь историю, или кредит берет, или не может отдать, или долги приходится продать. Одним словом, для начала дом разоряется, там царит хаос, там царит нервотрепка, там царит крики, ор. Дом начинает приносить болезни людям, дом перестает их защищать, они начинают и психически заболевать, и физически заболевать, да. И после всего большая вероятность, что этот дом вообще теряется для них. Собственно говоря, остается в воздухе. Вот именно поэтому великий Рокфеллер сказал: деньги любят тишину. Никогда не выставляй на показ и не говори то, чем ты сильно дорожишь, потому что это твое слабое место. И по этому слабому месту могут ударить. Порча, естественно, для практиков. Предупреждаю, это очень сильная порча, срабатывает сразу же, поэтому подумайте хорошо. Можете лишить человека дома незаслуженно, а можете заслуженно, собственно говоря. Но я предупреждаю на всякий случай. Всем удачи!